Всеобщими усилиями мы заставили Олега Зубкова говорить правду, что животные в их парке умирают так же, как и в других зоопарках. Образ спасителя животных, который навязывала Татьяна Алексагина, оказался лживым, и это лично подтвердил сам Зубков, сказав, что на каналах не показывают умышленно, что животные болеют и умирают. Мы не показываем негатив на наших каналах или делаем это в исключительных случаях. Когда животное тяжело болеет, выглядит непрезентабельно, либо умирает, мы, в величайших случаях об этом либо говорим, либо стараемся об этом не говорить. А это значит, тайганофилы, что далеко не все животные вылечиваются. Именно это вам и объясняют с наших каналов, что ничего уникального и сверхъестественного в парке львов Тайган не происходит. От вас лишь скрывают правду, чтобы создать лживое представление о спасении всех животных. А большинство животных были спасены именно по причине того, что зоозащитники вовремя реагируют и пишут обращения, которые вынуждают Зубкова предпринимать все меры по спасению. Теперь по поводу попугая Киры. Зубков, у тебя же на лице написано, что тебе самому надоело врать. Почему ты продолжаешь нести эту ахинею, что попугай чуть не сделала себе харакири от разлуки? Кира очень тяжело переживала разлуку со своим возлюбленным и чуть не сделала себе харакири буквально. Ты совсем с ума сошел? Можно преувеличить для красного словца, но уж настолько врать про попытку самоубийства от разлуки с Жорой, который видел Киру пару дней и которому абсолютно на нее наплевать, это уже слишком. Она для него только лишний клюв в клетке и раздражитель. Ты посмотри, до чего вы довели ваших безграмотных зрителей, которые абсолютно ничего не знают о животных и никогда не пойдут искать информацию хотя бы в интернете. Самоубийство попугая от разлуки – это новая патология, которая может быть только в парке львов Тайган и неизвестная науке до сих пор. Ваш доктор Василий такой же безграмотный, как и все в Тайгане. Во-первых, снятие швов производится в специальном помещении, а не там, где Алексагина сушит свои панталоны, разбрасывает памперсы по комнате и где бродят коты с улицы. Вася надевает стерильные перчатки, жмет руку Зубкову в них, гладит после этого другую птицу по перьям, после этого берет стерильное лезвие и снимает швы. Хотя должен был непосредственно перед снятием швов обработать перчатки антисептиком. Вася даже не знает, где находится пищевод у птицы, говоря, что Кира расклевала кожу аж до пищевода. Конечно, на фоне стресса она себе расклевала полностью кожу, мясо аж до пищевода. Пищевод расклевала. Хотя в месте наложения швов находится зоб, а пищевод под нижним клювом, куда птица никак не может достать, это физически просто невозможно. Вася решил оправдаться тем, что клюв Киры оказался очень мощным, и она сняла елизаветинский воротник, который горе-ветеринар почему-то называет конусом, как будто это не птица, а собака. Мы пытались ей воротничок отнять, она его тут же разломала своим мощным клювом. Мы назначили специальный препарат, чтобы она себе перестала расклевывать. Он снял у нее этот стресс и желание себе разгрызать рану. Поэтому я был уверен, что конус ей не нужен будет. Почему же вы эти чудо-препараты не дали Кире в первый же день помещения ее на карантин? И зачем снова врать, что она его погрызла, если это тоже невозможно, поскольку он широкий и гладкий? Птица не сможет его даже захватить клювом. А когда карантин закончился у Киры? Уже давно? 14 или 14. Мы 15-го их соединяли. Странно, что Вася даже не знает о том, сколько должен длиться и когда закончился карантин, хотя со слов Алексагиной, он каждый день наблюдал за попугаем. Всем адекватным людям уже давно понятно, что история с Кирой – это тоже вымысел, чтобы скрыть правду от своих зрителей. Эта пара уже образовалась. Любовь на всю жизнь.